Всем доброго времени суток, с вами я, Марина. И я, Максим. Вы смотрите 4-й выпуск Ram-News. Сегодня в выпуске. Июнь подарил нам много фанатских работ, каждая из них по-своему уникальна. 8 лет клипу Mein Teil. Спецвыпуск журнала Süddeutsche Zeitung Magazine. Июнь стал месяцем фанатских работ, ведь именно в этом месяце появилось 2 трейлера на песню Mein Herzbrennt от мексиканского и уругвайского фан-клубов Rammstein. Сюжет мексиканского трейлера основан на том, что участники фан-клуба собрались с масками и флагами группы в лесу и провели там траурную церемонию по всем законам жанра. Был темный туннель, коробки со слепками голов всех участников группы, флаги сообществ Rammstein со всего мира. Этот момент объединения выглядит особенно символично. В съемках ролика приняли участие несколько десятков фанатов, которые провели погребальную церемонию при свете факелов. Уругвайский ролик смотрится как настоящий фильм ужасов. Действие происходит в далеком будущем, через 100 с лишним лет со дня рождения Тиля, 4 января 2068 года. Мрачные куклы, странные пугающие звуки, призраки маленьких детей. Это сон молодой девушки, который вторгается в ее реальность в виде маски Тиля. Основная идея – перерождение обычной девушки в настоящую роковую женщину. А причина перерождения – все те же немецкие парни, которые через 100 лет будоражат умы людей и живут в наших снах. 9 июля клипу на песню Mein Teil исполнилось 8 лет. Съемки клипа Mein Teil проходили 2 и 3 июня в Берлине. Большие студийные павильоны в Бабелсберге были уже заняты для съемок «Миссия невыполнима 3», поэтому арена в Трептове была быстро переоборудована в большую рабочую студию, где команда из 50 человек снимала в 2 черных комнатах до глубокой ночи. На второй день снимали на открытой площадке около немецкой оперы на Бисмаркштрассе. Съемки произвели ошеломляющее впечатление на прохожих, так как они не могли видеть съемочную группу, которая находилась достаточно далеко от Rammstein. Команда журналистов для The Deutsche Zeitung Magazine получила возможность близко пообщаться с группой Rammstein, как никто раньше. Фотограф Андреас Мюх и автор Александр Горков отправились на гастроли с Rammstein по США и Канаде на несколько недель. Они были с группой за кулисами и на сцене, во время долгих поездок и перелетов, во время прогулок по пляжу и пустыням, в отеле и на послеконцертных вечеринках. Андреас Мюх и Александр Горков описали путешествие с Rammstein и их командой в более чем 30-страничной статье. Кристоф Шнайдер, Palomar Hotel, Даллас. В какой-то момент мы просто перестали давать интервью немецким журналистам. Они хотят музыкантов, чья музыка совпадает с их собственными музыкальными предпочтениями. Именно поэтому многие немецкие журналисты, работающие в сфере музыки, выглядят точно так же, как и почитаемые ими группы. А группы, в свою очередь, похожи чем-то на них. Своего рода это, так сказать, обоюдно удобное негласное соглашение. Однако, Rammstein всегда был ролевой игрой. Разве кто-то похож на Тиля, выступающего на сцене? Сейчас наше шоу начинается с выходом на сцену, с факелами и флагами. Мы идем через мост над толпой. В середине представления мы словно побитые собаки ползем по этому же мосту к малой сцене в центре зала. И, наконец, в заключительной части мы прощаемся с публикой с моста. 3 фразы: помешательство, насмешка над этим помешательством, прощание. А немецкие критики видят лишь флаги с факелами. И вот они уже бешено негодуют. Естественно, со временем нам стало это просто смешно. Рихард Круспе по дороге из аэропорта Денвера к Роук-Стейт-Парк. Америка всегда была мечтой, в том числе моей лично. Я чувствую себя в Нью-Йорке лучше, чем в Берлине. Берлин меня испытывает, тянет вниз. Нью-Йорк дает возможности. Когда о нас писала пресса, мы, по их мнению, были в некоторой степени правыми, потому что Тиль раскатисто произносит «р», да и выглядим мы архаично, вот что было обидно.
У Рамштайн не правая, но левая история. Мы били морду скинхедом в противовес всем этим господам, которые поддерживали в своих газетах высокоморальный тон, а по сути не поднимали своих задниц со служебных кресел. Оливер Ридель, «Завтрак, Хантингтон-Бич». Добро рождается из дружбы, зло из фанатизма. Группа всегда была общим делом друзей, и это помогало нам справляться со всеми трудностями. Мы все очень своеобразны, каждый делает так, как хочет. Нарциссизм и глубокомысленное молчание. Моя мама до сих пор каждый год дарит мне книги Гессе. Мой любимый автор – Мураками. Пауль Ландерс по пути с концерта в Анахейме обратно в отель в Хантингтон-Бич. Злость, ненависть – это отличные мотиваторы. Конечно, я тогда выступал в Доме юных талантов в Берлине. Джаз, Дитмар Диснер, Фолькер Шлот – божественно. Безусловно, джаз означает ярость, подъем, бешенство. Джаз – это не газетный фельетон для плакс. И, конечно, это никак не музыка для подтяжек. Изначально мы шестеро знаем друг друга больше 30 лет, и больше 20 лет, что мы являемся группой, мы не представляем себя без ярости. Это не имеет ничего общего с ГДР, или почти ничего. Можно сопротивляться, бороться, однако ты либо в бешенстве, либо нет. При капитализме не меньше дерьма, чем при социализме. Восстановление на Востоке было проблематичным, на Западе проще. Мы выступали в Доме юных талантов в Восточном Берлине, а Филипп Хабен точно так же выступали в Раттингерхоф. И мы были в одинаковом бешенстве. Или нет? Флаки Лоренц в машине по пути из Сан-Антонио в Хьюстон. Все, что получается в результате усилия – дерьмо. Послушайте музыку по радио. Бубнящее, жалобное, скучное дерьмо. Потому что написано насильно. Создано людьми, которым нужно выплачивать ипотеку за дома. И это тупо же заявлено ими же. Капитализм отупляет. Лично я не напрягался и 5 минут в жизни. Тут надо самому решить. Настоящее искусство не рождается от усилий, а только случайно, по воле желания. Тиль Линдеман, Rockfish Diner, Mockingbird Lane, Даллас. Все хорошее в моей голове возникает в деревне. У меня есть квартира в Берлине, но порой Берлин меня изнуряет, так что я часто живу в своей деревне севернее между Шверином и Висмаром. Многие мои друзья, которые здесь с нами в туре, тоже живут там. Моего отца уже давно нет, но моя мать живет там, моя дочь Нелли со своим сыном-малышом Фрицем часто там бывает. Все мы большая семья. Я рыбачу, охочусь, смотрю, не отрываясь на озеро. Ночами я сплю в лесу и прислушиваюсь. Я слушаю природу. То, что ты слышишь в лесу, восхитительно. Это звуки неописуемой красоты. Я ненавижу шум, я ненавижу болтовню. Я выставляю себя на показ, и это мне напоминает чистый мазохизм. После этого мне нужно себя защитить. Шум сводит с ума. Из-за него умирают. На этом у нас все. С вами были Марина и Максим. До скорого.